доктор Кострик. Предлагаю поговорить о артериальной гипотензии. Гипотензия также известна как гипотония. Это стойкое низкое кровяное давление. Обычно систолическое ниже 100 мм ртутного столбика. Напоминаю, нормальные цифры артериального давления у взрослого человека: верхняя систолическая 100-139, нижняя диастолическая 60-89 мм ртутного столбика. Пониженное артериальное давление чаще всего возникает у женщин и девушек. Систолическое артериальное давление также может быть пониженным и в подростковом возрасте. Этот недуг характерен и для спортсменов. Гипотензия обычно не требует лечения. Гипотония или гипотензия – это форма нарушений в системе кровообращения, следствием которой является возникновение недомоганий со стороны различных органов. Гипотензия возникает, когда систолическое артериальное давление у взрослых падает ниже 100 мм ртутного столбика. Следует учитывать, что она не учитывает такие факторы, как пол, возраст или генетическая предрасположенность. Жалобы на гипотонию не всегда указывают на более серьезное состояние. Чаще всего встречается у людей, регулярно и интенсивно занимающихся спортом, а также у женщин и девушек, особенно худощавых. Она может поражать все возрастные группы, хотя обычно встречается у детей младшего подросткового возраста и с низкой массой тела. На самом деле мы рождаемся с низким кровяным давлением, которое с возрастом увеличивается, но иногда недостаточно. Хотя гипотония не так серьезна, как высокое кровяное давление или гипертензия, ее не следует игнорировать, так как резкое падение артериального давления может привести к потере сознания, например, при вождении автомобиля, а о последствиях можем только догадываться. Гипотензия очень часто передается по наследству. Если этот недуг не сопровождается другими недомоганиями, это не угроза жизни больного и функционированию организма. Вопреки видимому, артериальная гипотензия может защитить от заболеваний, вызванных повышенным кровяным давлением, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсульт или сердечный приступ. Но существует ряд заболеваний, сопровождающихся развитию артериальной гипотензии, например, гипотиреоз, гипопитуитаризм, гиповолемия, то есть нехватка жидкости в организме, недостаток натрия в организме, болезнь Аддисона, то есть надпочечниковая недостаточность, болезни сердца в виде аритмии, перикардита и сердечной недостаточности. Кроме того, причинами артериальной гипотензии могут быть следующие лекарственные препараты. Гипотензивные, то есть неправильно подобранная доза или передозировка ими. Препараты против депрессии и бессонницы, антиангинальные препараты, антиаритмические препараты, мочегонные средства, сосудосуживающие, сосудорасширяющие средства. Однако среди потенциальных причин ортостатической артериальной гипотензии это чрезмерно сниженное артериальное давление при принятии вертикального положения. Выделяют варикозное расширение вен, вторичная гипотензия, нарушение работы вегетативной нервной системы, посттромботическое состояние, повреждение нервных клеток головного мозга, например, от злоупотребления алкоголем или болезни Паркинсона. Стойкое пониженное давление вызывает субъективно воспринимаемый комплекс симптомов недомогания в виде постоянной усталости, общей слабости, проблемами с концентрацией внимания, ускорением сердечных ритмов, мушки перед глазами, апатия, нарушение сердечного ритма в виде разных аритмий, головокружение, холодные руки и ноги, бледность кожи, особенно лица, недомогание из-за перемены погоды, повышенная потливость, особенно ночью, иногда сонливость, тошнота, неприятные головные боли в лобной области и так далее. Люди с гипотонией предрасположены к обморокам. По этой причине синдром гипотензии иногда называют синдромом постуральной или ортостатической гипотензии,
то есть состояние, при котором артериальное давление резко снижается при изменении положения тела из позиции сидя или лежа в положение стоя. Регулярная повторяющаяся симптоматическая постуральная гипотензия является ненормальной ответной реакцией организма. Первичная артериальная гипотензия или гипотоническая болезнь определяется как группа вышеперечисленных симптомов, в основе которых лежит хроническая гипотензия. К ним относятся все те же состояния низкого давления, для которых невозможно установить первопричину. Возможной причиной первичной гипотензии является наследственная предрасположенность с меньшей эластичностью стенок артерий. При этом предполагается их пониженное напряжение, а значит и пониженное периферическое сопротивление току крови, то есть склонность индивидуума к понижению артериального давления. Падение атмосферного давления и жара увеличивают риск заболеваний, вызванных низким кровяным давлением. Принимая во внимание вышеуказанные состояния описанных симптомов, симптомы низкого кровяного давления не следует лечить слишком рано с помощью фармакологических средств, несмотря на отсутствие этиотропной терапии, и не следует ожидать их длительных эффектов. В случае более выраженных неприятных таких ощущений этого типа с явной тенденцией к обморокам рекомендуется после проверки и подтверждения низкого артериального давления ввести экстренную домашнюю гипотензивную терапию. Первое. Для улучшения самочувствия полезно пить немного прохладной жидкости, желательно выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Второе. Рекомендуется ненадолго полежать для улучшения кровоснабжения мозга в хорошо проветриваемом, затемненном, достаточно прохладном месте. Третье. Людям, страдающим гипотонией, следует вести в повседневную жизнь больше физической активности. Рекомендуется плавание или езда на велосипеде. Четвертое. Ребенок, страдающий гипотонией, должен время от времени менять положение тела, так как длительное нахождение в одном и том же положении отрицательно сказывается на кровотоке. Пятое. Ешьте чаще. Вместо одного большого приема пищи съешьте несколько, но менее тяжелых приемов пищи. Шестое. Выполнение массажа сразу после пробуждения положительно сказывается на кровоснабжении организма. Для массажа можно использовать, например, махровую перчатку. Начинать массаж желательно со стоп по направлению к сердцу. Седьмое. Вам следует бросить курить и избегать помещений с большим количеством никотинового дыма. Восьмое. Также рекомендуется чередовать обливание горячей и холодной водой. Девятое. Важно высыпаться. Вы должны высыпаться и спать столько, сколько нужно нашему организму. Биологически активные добавки помогут улучшить качество сна благодаря комплексу натуральных ингредиентов, таких как мелатонин, цинк и магний. Десятое. Стоит ввести в свой ежедневный рацион больше фруктов и овощей, избавиться от жиров в нем. Следующее. Употребление смеси трав, душица, лаванда, чабрец, мята способствует повышению артериального давления. Ее следует заливать водой и довести до кипения. Пейте их около 4 раз в день. Попробуйте настой корня женьшеня. Пищевые добавки с растительными экстрактами, которые помогут регулировать кровяное давление, среди их настойка и с чесноком, боярышником, мелиссой. К фармацевтическим средствам, применяемым при артериальной гипотензии, относятся глюкокортикостероиды, которые задерживают натрий в организме, и препараты, вызывающие сужение сосудов в виде эфедрина. Некоторым больным стрихнин вводят в малых дозах. Подходящие препараты, помогающие в лечении артериальной гипотензии, подбирает врач-кардиолог во время контрольного визита. Вторичная или симптоматическая гипотензия обычно является одним из симптомов, отмечаемых
при течении некоторых заболеваний, например, при надпочечниковой недостаточности, то есть болезни Аддисона, при недостаточности периферического кровообращения, при гиповолемическом шоке после обширных ожогов, в случае уменьшения объема крови после наружного или внутреннего кровотечения и так далее. Нужно помнить, что значительное снижение артериального давления обычно неблагоприятное для больного, может быть также результатом слишком интенсивного пребывания на солнце или применения избыточного количества различных фармакологических антигипертензивных средств при лечении артериальной гипертензии. При вторичной гипотензии симптомы аналогичны симптомам первичной, то есть спонтанной гипотензии. Но у пациентов могут возникать и проявляться другие симптомы, связанные с основным заболеванием. Физические усилия, высокая температура окружающей среды и состояние пациента могут усилить симптомы гипотензии. Эти симптомы особенно болезненны по утрам и сразу после резкого изменения положения, например, из положения лежа в положение сидя или стоя. Людям с гипотонией следует регулярно проверять артериальное давление, чтобы своевременно обнаружить любые отклонения. Для этого следует приобрести беспроводной наручный тонометр, цифровой тонометр или просто механический обычный тонометр. При предупреждении, облегчении или устранении этого вида недугов необходимо знать их причины, использовать простые непосредственные методы и возможности их облегчения. Например, заниматься физическими упражнениями. Туризм, плавание. Находитесь в движении, хотя бы ненадолго. Находитесь на свежем воздухе. Часто принимайте душ с переменой температуры воды. Протирание кожи, например, соленой водой. Избегание длительного стояния. Избегайте длительного пребывания на солнце или пребывания в плохо проветриваемых помещениях. Только когда эти естественные методы неэффективны, вы можете прибегнуть к употреблению настоящего кофе или приему лекарств на некоторое время. Домашнее ведение при состояниях вторичной или симптоматической гипотензии разнообразно и зависит от причин, вызывающих ее. Диагноз гипотензии, определяющий многие из вышеперечисленных недугов, должен основываться на тщательном наблюдении и диспансеризации, направленных прежде всего на ограничение первичной, то есть спонтанной гипотензии от вторичной симптоматической гипотензии. Как только причины этой гипотензии установлены, она требует интенсивного лечения как один из симптомов общей клинической картины различных упомянутых заболеваний. Не игнорируйте симптомы заболевания и вовремя обращайтесь к доктору. А также не забывайте поставить лайк после просмотра видео и подписаться на наш канал. Будьте здоровы! Не прощаемся!